Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, что мы сегодня с вами вяжем. Узор, который очень красиво смотрится с обеих сторон. Этим узором связано замечательное платье. Посмотрите, это модель из журнала «Сабрина» номер 6 за 2023 год. Совершенно новый журнал и вот новая модель. Очень понравился мне этот узор. Можно им связать, конечно, не только платье, ну просто вот летний такой. И главное, что узор какой-то новый, не надоевший. Согласитесь. И давайте мы с вами его свяжем. Схема будет перед вами. Схему я возьму из журнала. Ничего там не буду я вам переделывать, показывать ничего не буду. Схема понятная. Единственное, что я хочу сказать, в схеме условные обозначения показаны и в лицевых, и в изнаночных рядах. В изнаночных рядах тоже узор вяжется по схеме. Раппорт узора составляет 20 петель. Если мы вяжем поворотным вязанием, то перед раппортом мы еще добавляем 10 петель для симметрии узора и после раппорта добавляем 10 петель. То есть, если вы вяжете большое полотно поворотным вязанием, вы перед раппортом вяжете 10 петель, затем нужное количество раппортов по 20 петель. И в конце ряда снова 10 петель для симметрии узора. Если вы вяжете по кругу, то петли для симметрии не надо набирать. Набираете только 20 петель раппорта. Итак, мы вяжем поворотным вязанием и набираем на спицы 42 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. Затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. 8 лицевых. Это мы провязали петли перед раппортом. Далее вяжем петли раппорта. Делаем накид. Посмотрите, на схеме закрашенная клеточка. Это значит нет петли. Это значит, мы не обращаем внимания на эту клеточку. Она рисуется для удобства составления схемы. И просто вяжем дальше. После накида провязываем еще 8 лицевых. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. Закончили вязать петли раппорта и вяжем 10 петель после раппорта. Делаем накид, пропускаем закрашенную клеточку, 8 лицевых, две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид и кромочная петля. Так как после набора петель у нас петли лежат как при классическом вязании, поэтому я вяжу бабушкиными петлями, поэтому вот первый ряд я провязала как при классическом способе вязания. Далее я перехожу на бабушкины петли свои, мне так удобнее, и я буду вязать уже бабушкиными петлями. Второй изнаночный ряд. Сразу после кромочной мы делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. 2 вместе провязываем обычной изнаночной петлей. 7 изнаночных. Делаем накид,
Следующий накид провязываем так. Провязываем одну изнаночную простую и одну изнаночную скрещенную. Не снимаем накида со спицы, подхватываем его сзади. И вот так вот из накида вывязали 2 изнаночных петли. Далее снова делаем накид 7 изнаночных. Затем нужно 2 вместе провязать изнаночной скрещенной петлей. Вот так это можно сделать. Перенести петли на правую спицу не провязывая, поменять их местами, чтобы вторая петля сзади обогнула первую. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Мы провязали 2 вместе изнаночной скрещенной. На лицевой стороне они провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда и провязываем 2 вместе обычной изнаночной. На лицевой стороне они у нас провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Вяжем 7 изнаночных. Делаем накид. Из следующего накида вывязываем 1 изнаночную и 1 изнаночную скрещенную. Не очень удобно это. Делаем накид, 7 изнаночных. Две вместе провязываем изнаночной скрещенной. Вот так еще можно это сделать. Подхватить обе петли сзади правой спицы, снять их с левой спицы, развернуть и снова вернуть на левую спицу. И у нас вторая петля оказалась снова на первом месте. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Затем делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. Провязываем кромочную петлю. Я уже вам не говорю, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается, не отделяю петли для симметрии. Вам видно на схеме, где у нас раппорт. Третий лицевой ряд. Снова накид предыдущего ряда сбрасываем, накид делаем. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. Делаем накид, 4 лицевых. Снова делаем накид, 6 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Я уже говорила, что я перешла на бабушкины петли. Мне нужно развернуть петли, чтобы провязать их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Чтобы они красиво легли, удобно подхватывались и вот красиво лежали. Далее сбрасываем накид предыдущего ряда, делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. Делаем накид, 4 лицевых. Делаем накид, 6 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. Четвертый изнаночный ряд.
Сбрасываем накид предыдущего ряда, делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. 5 изнаночных. Делаем накид, 6 изнаночных. Делаем накид, 5 изнаночных. Две вместе провязываем изнаночной скрещенной. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе провязываем обычной изнаночной. 5 изнаночных. Накид, 6 изнаночных. Накид, 5 изнаночных. Две вместе провязываем изнаночной скрещенной. Делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. Пятый лицевой ряд. Сбрасываем накид предыдущего ряда, делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 4 лицевых. Далее делаем накид, 8 лицевых. Делаем накид, 4 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 4 лицевых. Накид, 8 лицевых. Накид, 4 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. Шестой изнаночный ряд. Сбрасываем накид предыдущего ряда, делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Три изнаночных. Делаем накид, 10 изнаночных. Делаем накид, 3 изнаночных. Затем 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе провязываем простой изнаночной. Затем 3 изнаночных, накид, 10 изнаночных. Делаем накид, 3 изнаночных. 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. Заканчиваем кромочной петлей.
Седьмой лицевой ряд. Делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. Далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 2 лицевых. Делаем накид 12 лицевых. Далее делаем накид 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевых. Делаем накид 12 лицевых. Снова делаем накид 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 8 изнаночный ряд. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 2 вместе провязываем простой изнаночный. 1 изнаночная. Делаем накид. 14 изнаночных. Далее делаем накид. 1 изнаночная. 2 вместе провязываем изнаночный скрещенный. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 2 вместе провязываем простой изнаночный. Далее будет 1 изнаночная. Делаем накид, 14 изнаночных. Накид, изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночный скрещенный. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. Вот посмотрите, мы провязали половину раппорта в высоту. И теперь мы будем вязать элементы в шахматном порядке. Вот эти ромбы с такими дырявыми дорожками мы будем вязать уже справа и слева. 9 лицевой ряд. Сбрасываем накид, делаем новый накид. 8 лицевых. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, пропускаем темные клеточки. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. Делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда. 8 лицевых. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. В конце делаем накид и сбрасываем накид предыдущего ряда.
10 изнаночный ряд. После кромочной провязываем 1 изнаночную, делаем накид, 7 изнаночных, две вместе провязываем изнаночной скрещенной, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда и 2 вместе провязываем простой изнаночной. Далее 7 изнаночных, делаем накид. Из следующего накида вывязываем 2 изнаночных, простая изнаночная и изнаночная скрещенная за заднюю стенку. Снова делаем накид, 7 изнаночных, две вместе провязываем изнаночной скрещенной, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе провязываем простой изнаночной, 7 изнаночных, делаем накид и последний накид провязываем изнаночной петлей. Одиннадцатый лицевой ряд, 2 лицевые, делаем накид, 6 лицевых, две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, накид, 4 лицевых, делаем накид, 6 лицевых, две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 1 накид и 2 лицевых. 12 изнаночный ряд, 3 изнаночных, делаем накид, 5 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе простой изнаночной, 5 изнаночных, накид, 6 изнаночных, накид, 5 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе провязываем простой изнаночной. Далее 5 изнаночных, делаем накид, 3 изнаночных. 13 лицевой ряд, 4 лицевых, делаем накид, 4 лицевых,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, накид, 8 лицевых, делаем накид, 4 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, накид, 4 лицевых. Четырнадцатый изнаночный ряд, 5 изнаночных, делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночный скрещенный, накид, накид предыдущего ряда сбрасываем, 2 вместе простой изнаночный, 3 изнаночных, накид, 10 изнаночных, снова делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе простой изнаночной, 3 изнаночных, накид, 5 изнаночных, пятнадцатый лицевой ряд, 6 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 12 лицевых. Снова делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, накид, 6 лицевых. Шестнадцатый изнаночный ряд, 7 изнаночных, накид, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, накид, 14 изнаночных, делаем накид, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 2 вместе простой изнаночной, 1 изнаночная, накид, 7 изнаночных,
Мы провязали 16 рядов. Сейчас в 17 ряду мы снова будем вязать вот этот элемент в центре. То есть мы будем начинать снова вязать первую половину узора в высоту. И 17 лицевой ряд – это последний ряд раппорта. Сразу после кромочной делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 8 лицевых. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда. 8 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. Делаем накид, сбрасываем накид предыдущего ряда, 8 лицевых. Две вместе лицевой с наклоном вправо и делаем накид. Мы провязали с вами 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Вот такой интересный узор получается. И далее узор повторяется, начиная со второго изнаночного ряда. Мы закончили 17 лицевым рядом. И когда мы начинаем вязать узор, мы вяжем с 1 по 17 ряд. Продолжение мы начинаем со второго изнаночного ряда. Такая получается интересная изнанка. Если не делать ВТО, то можно вот оставить вот такие вот, ну, как сказать, узор 3D, вот такие вот рельефные листья или как, ну не знаю, элементы. Но, естественно, на платье ВТО сделано. У меня в образце, связанном ВТО, сделано. И посмотрите, как красиво смотрится. Здесь у меня тонкая пряжа, это акрил, 50 грамм, 200 метров, спица номер 2,5. Здесь полушерсть, спицы номер 3 и в 50 граммах 135 метров. Вот из такой толстенькой пряжи тоже хорошо смотрится. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!